Сергей закончил железнодорожный техникум, отучился на машиниста, 2 года работал помощником машиниста в паре с опытным машинистом Петром Иванычем, учился перегонять тепловозы с одного полустанка на другой, набирался навыков и опыта. Ну а потом Сергей с Петром Иванычем работали на товарниках, перевозили цистерны с солярой, мазутом и тому подобным грузом по разным городам Дальнего Востока и Приморья. 2 года спустя Петр Иванович ушел на пенсию, и Сергей уже сам работал машинистом в паре с другим молодым помощником. Проработав несколько лет, зарабатывал немалые деньги, купил себе небольшую квартиру в городе, помогал своим родителям, которые жили в деревне в 30 километрах от этого города. Чего с ним только не было за время работы машине Истома, попадал разные передряги, но один случай запомнился ему навсегда. В тот год была зима, очень снежная, день выдался морозный, а в этот день Сергей перегонял тепловоз один. Петр Иванович приболел, мерный грохот колес тепловоза по стыкам рельс звучал особенно громко, повалил крупный снег, пути стало заметать, а тут еще ранняя земля. Темнота наступила, пришлось сбавить ход, освещая фонарем тепловоза путь. И вдруг сбоку от железнодорожного полотна под деревьями Сергей увидел и явно стаю волков, окруживших кого-то. Он просто оторопел от увиденного, а волки окружали какое-то животное, уже припорошены снегом, видно было только его морда. Присмотревшись повнимательнее, Сергей увидел, что там тигр, но он почему-то сильно дергался, будто хотел от чего-то освободиться, и только оскалив его я свою зубастую пасть, громко рычал на окружавших его волков. Сергей остановил тепловоз поодаль от того места и несколько раз просигналил гудками. Волки и тут же отступили и спешно скрылись в чаще таежного леса. Сергей немного выждал, чтобы волки ушли подальше, а так мало ли что, ведь они умные и хитрые и могут напасть на того, кто лишил их добычи, подумал Сергей и уже отчетливо видел тигра припорошены во снегом, а вернее, тигрицу. Она бережно прикрывала собой 2 тигрят-подростков, а они в свою очередь старались прятаться у нее под брюхом, тесно прижимаясь к ней. Сергей понял, что тигрица попала в капкан или еще во что-то, что мешало ей встать и уйти с этого места. Ну и, конечно, он догадался, почему здесь оказалась волчья стая. Они почуяли беспомощное животное с детенышами, легкую добычу для стаи, потому и окружили, решив разделаться с тигрицей и тигрятами и потрапезничать в свое удовольствие. Сергею даже стало страшно от этой мысли, и он озадаченно подумал, да как же им помочь, как же ему поступить? Конечно, он может просто уехать на тепловозе, дальше ничего не предпринимая, и, возможно, будет прав, ведь очень опасно подходить к этому хищнику. Ну а как я потом буду с этим жить, если они вдруг окажутся добычей для волков и с ними разделаются, размышлял Сергей. Собрав всю свою волю и разум воедино, он все же решил помочь тебе иному семейству. Взял совковую лопату из кабины тепловоза и осторожно, без резких движений направился к тигрице с тигрятами. Подойдя к ним метра за 3, остановился, дав возможность тигрице понять, что он для них не опасен, он не причинит им вреда. Тигрята обеспокоенно жались к тигрице, издавая руки на пришельца, а тигрица изучающе смотрела в глаза Сергею, но без какой-либо агрессии, а скорее с мольбой о помощи. По ее поведению, взгляду Сергей понял, что надо действовать осторожно. Разгреб снег вокруг тигрицы и тигрят и тут заметил на задней лапе большой капкан. Вот мерзавцы, даже здесь у железной дороги ставят капканы на зверя и, видимо, уже не впервые. Хорошо понимаю, что звери, переходя железнодорожное полотно, спешат и могут попасть в капкан. Так оно и вышло. Переходя железную дорогу, тигрица и попала в припорошенный снегом капкан. Она рыкнула на тигрят, и они подошли к ее морде и присели там, не издавая звуков. А в это время Сергей рожал капкан, освободив лапу тигрицы от него, а сам очень осторожно и не спеша пятясь назад, пошел тепловоза, не поворачиваясь к хищникам спиной, и уже с тепловоза Сергей наблюдал за ними. Тигрица почувствовала в свободу, привстала с земли на все 4 лапы, внимательно посмотрела в сторону тепловоза, постояла еще немного, как бы благодаря Сергея за помощь и спасение, а затем прихрамывая на заднюю лапу. Отправилась в таежную чащу вместе со своими тигрятами-подростками, которые прыжками следовали за ней. Прошло время, больше Сергей их никогда не видел, он уже работал машинистом на пассажирских поездах и частенько их вспоминал, и до сих пор ему было очень приятно на душе, что он спас тигров. Я надеюсь, что у этого прекрасного семейства все сложилось хорошо, и они продолжили свой род красивейших, грациозных дальневосточных хищников и зажили своей привольной жизнью хозяев-то Южного Приморья, подумал Сергей, отправляясь в очередной рейс. Вот такая интересная и удивительная история.
Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!